Всех приветствую на канале. Сегодня хочу вам рассказать, как вяжется вот такой вот шикарный узор, который подойдет для вязания ажурных легких кофточек. Это изнанка. Узор прекрасно вяжется и поворотными рядами, и в круговую. Я вяжу себе ажурную кофточку. Скоро на канале выйдет мастер-класс, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Узор сам по себе имеет такую плотность, как у резинки, то есть он чуть-чуть стягивается, поэтому если будете вязать кофточки, то обязательно после резинки делайте прибавление, чтобы добавить объема изделию. Посмотрите, как ровно смотрится резинка, причем она связана 1 на 1 и поворотными рядами. Я рассказываю секрет в одном из прошлых видео. Если хотите научиться вязать такую же ровную резиночку с шикарным наборным краем, то я вам в описании под видео оставлю ссылки. Давайте смотреть, как вяжется такой узор, а в конце видео я вам добавлю схемку. Для вязания необходимо набрать количество петель кратное 8. И если вы хотите вязать поворотными рядами, нужна будет еще 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную я петлю снимаю. Начинаем вязание раппорта узора. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, накид и лицевая. На этом раппорт узора готов. Дальше мы повторяем. И в конце ряда у нас остается петля для симметрии. Ее мы вяжем всегда изнаночной. Ну и кромочная. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Все накиды будем провязывать изнаночными. С лицевую петлю вяжу лицевой, изнаночная, изнаночная, накид, изнаночная. И так весь ряд до конца. Я довязала изнаночный ряд. Приступаем к вязанию 3-го ряда. Кромочную снимаем. Приступаем к раппорту. 1 изнаночная. И дальше нам необходимо связать 7 петель вместе с наклоном в левую сторону. Очень тяжело будет провязать вот таким образом сразу же 7 петель, поэтому мы их вяжем частями. Смотрите, нужно сначала 6 петель переснять на правую спицу. Я вяжу петли бабушкиным способом, поэтому я подхватываю их за заднюю стенку, переснимая. Если вы вяжете классические петли, тогда у вас петля на спице лежит вот таким образом, и вы ее переснимаете, подхватывая за переднюю стенку. Снимаем 6 петель. Седьмую петлю я провязываю лицевой и начинаю петли, которые мы пересняли, накидывать на эту петлю. Первую петлю накинула, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Таким образом мы провязали 7 петель вместе. Дальше выполняем накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая. Все, раппорт узора готов. У меня осталась петля для симметрии, ее я вяжу изнаночной и кромочная петля. Разворачиваем вязание, и 4-й изнаночный ряд мы вяжем также по рисунку. Накиды вяжем изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Кромочную снимаю. Начинаем раппорт узора. 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 3 лицевых, накид и 1 лицевая. Раппорт узора готов. Осталась петля для симметрии. Разворачиваемся и изнаночный ряд выполняем по рисунку. Изнаночный ряд готов. Приступаем к вязанию 7-го ряда. Кромочную снимаем. Начинаем раппорт узора. Изнаночная,
лицевая, накид, 5 лицевых, накид, лицевая. На этом раппорт узора готов. Дальше вяжем необходимое количество раппортов, и в конце остается петля для симметрии, которую мы провязываем изнаночной. Развернули вязание и изнаночный ряд выполняем по рисунку. Но нужно будет учесть небольшой момент. Если вы вяжете бабушкины петли, то обязательно вот в этом вот 8 ряду рекомендую вязать петли изнаночные именно классика, иначе вам в следующем лицевом ряду нужно будет переснимать все петли и надевать их нужной стенкой. Поэтому рекомендую в 8 ряду петли провязывать именно изнаночными классическими. Я закончила ряд. Приступаем к 9 ряду. Кромочную сняли, начинаем раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид. И теперь необходимо будет провязать 7 петель вместе с наклоном налево. Смотрите, как мы выполняем. Нам вот так вот 7 петель будет очень сложно подхватить и провязать. Поэтому вяжем следующим образом. Можно провязать буквально 3 или 2 петли вместе за раз. Кому как удобно, смотря насколько туго вы вяжете. И вернули петлю обратно. Вот у меня 3 уже провязаны вместе. И я докидываю 4, 5, 6 и 7. То есть до изнаночной петли все лицевые должны накинуть. И снимаю петлю с левой спицы на правую. Дальше я начинаю повторять раппорты узора, а в конце у меня остается изнаночная петля и кромочная. То есть если бы вы вот так не провязали классикой 8 ряд, то вам бы пришлось все петли, вот эти все 7 петель, поворачивать нужной стенкой, а это будет занимать достаточно долгое количество времени. Разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Закончила изнаночный ряд. Вот что получилось. Уже видно первую ягодку. Приступаем к вязанию 11 ряда. Кромочную снимаем. Начинаем раппорт. Изнаночная, лицевая, накид, 3 лицевых, накид и лицевая. Дальше начинаем повторять раппорт узора. И в конце остается петля для симметрии, изнаночная и кромочная. Разворачиваем вязание и 12 ряд вяжем по рисунку. Я закончила 12 ряд. На этом раппорт узора высоту готов. Дальше мы повторяем все с 1 ряда и вяжем на необходимую высоту наш узор. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Пишите в комментариях, что бы вы связали таким узором. И до скорых встреч. Всем пока-пока.